Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков совершил рабочую поездку в Конаевский, Житигенский и Алматинский гарнизоны, а также проинспектировал воинские части в Шымкенте. Во время инспекции воинских частей и учреждений руководитель оборонного ведомства проверил готовность объектов к предстоящим учениям, условия содержания военной техники и вооружения, казармы, социально-бытовые условия военнослужащих. На полигоне «Берег» глава оборонного ведомства ознакомился с ходом подготовки к учениям с коллективными миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2024», которое пройдет в Казахстане осенью этого года. По итогам рабочей поездки министр обороны дал ряд поручений по повышению качества боевой подготовки, боеготовности войск и обустройству объекта военной инфраструктуры. Военная делегация Минобороны Казахстана во главе с первым заместителем министра обороны, начальником Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан, генерал-лейтенантом Султаном Камалетдиновым побывала в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Члены казахстанской делегации встретились с заместителем генерального секретаря ООН по оперативной поддержке Атулом Харе. Стороны обсудили вопросы развития миротворчества, а также подписали меморандум о взаимопонимании между правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций для развертывания миротворческого контингента в миссии силы ООН по наблюдению за разъединением на голландских высотах. Заместитель министра обороны генерал-майор Каныш Абубакиров совершил рабочую поездку в Карагандинскую область. В регионе он проинспектировал военные объекты Приозерского, Балхашского и Карагандинского гарнизонов. В ходе рабочей поездки проведены встречи с личным составом, изучены вопросы, связанные с обеспечением вещевым имуществом военнослужащих срочной службы, состоянием жилищно-бытовых условий, оказанием медицинской помощи и организацией питания личного состава. Заместитель министра обороны также принял участие в открытии нового тренажерного комплекса для обучения летного состава Карагандинской авиабазы имени Героя Советского Союза Нуркена Абдирова. Тренажерный комплекс Су-30СМ фронтовой авиации уже прошел апробацию и техническую приемку. Национальный университет обороны посетила делегация Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената парламента под руководством Андрея Лукина. Начальник Национального университета обороны генерал-майор Аскар Мустабеков рассказал парламентариям об основных направлениях деятельности вуза и реализации программы военно-патриотического воспитания молодежи до 2025 года. Для депутатов также была организована выставка-презентация научных достижений военного учебного заведения. В Астане состоялось подписание меморандума между Национальным университетом обороны Казахстана и Международным университетом информационных технологий. Подпись под меморандумом поставили начальники Национального университета обороны Республики Казахстан Аскар Мустабеков и ректор Международного университета информационных технологий Аскар Хикметов. Стороны выразили заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества для реализации интеллектуального потенциала в образовательной и научной сферах. В рамках республиканского командно-штабного учения «Куктем-2024» в городе Алматы было задействовано подразделение десантно-штурмовой бригады. Более 300 военнослужащих и 40 единиц инженерной техники было выведено для производства дноуглубительных работ русла реки Исентай, очистили от льда и мусора участки протяженностью более километра, представляющие опасность паводковый период. Стоит отметить, что работы проводились в 8 районах города. Военнослужащие вооруженных сил приняли участие в поиске ребенка в Абайской области. Мирей Мангали был найден близ города Аягос. Из-за сильного бурана он был дезориентирован. Кроме полиции, службы ЧС, волонтеров и неравнодушных граждан, в поиске мальчика были задействованы военнослужащие войсковой части 10810 Аягосского гарнизона и армейские вездеходы. В Казахстане отметили 35-летие вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Министерство обороны совместно с другими государственными органами страны организовало цикл мероприятий, посвященных памятной дате. В Астане возложили цветы к монументу Отан Коргаушылар и к мемориалу воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане. В учебных заведениях, расположенных в городах республиканского значения и областных центрах, с участием воинов-интернационалистов проведены уроки мужества. В музеях тематические выставки «Афганистан. Боль души моей». В Туркестанском областном историко-краеведческом музее открыта выездная выставка «Героев в сердцах народа», приуроченная к столетию первого министра обороны Республики Казахстан, героя Советского Союза Халы Кахармана, генерала армии Сагадата Нурмагомедова. Выставка организована Государственным военно-историческим музеем вооруженных сил. Экспозиция будет показана и в других городах Казахстана.
В Астане под эгидой Центрального военного оркестра Национального военно-патриотического центра прошел учебно-методический сбор руководителей оркестров и военных дирижеров, начальников культурно-досуговых центров Вооруженных сил Казахстана. На практических занятиях участники сбора закрепили основы управления военным оркестром при проведении воинских ритуалов, дирижирования служебно-строевого репертуара и планирования боевой и специальной подготовки военного оркестра. По завершению сбора участники сдали экзамены. В Мангистауской области заместитель главнокомандующего сухопутными войсками по воспитательной и идеологической работе полковник Ермиян Бятов встретился с членами семей военнослужащих. В ходе встречи были обсуждены социально-бытовые, жилищные и другие вопросы, связанные с регламентом рабочего времени военнослужащих. Все предложения и замечания, высказанные в ходе обещания, были взяты на карандаш. В этот день были награждены грамотами и ценными подарками от имени главнокомандующего сухопутными войсками лучшие военнослужащие. В Центральном парке столицы на лыжероллерной трассе в рамках 14-й спартакиады Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан состоялся традиционный чемпионат по лыжным гонкам, организованный спортивным комитетом Минобороны Центрального спортивного клуба. 120 спортсменов в составе 31 команды структурных подразделений оборонного ведомства боролись за звание сильнейших. Соревнования были организованы в виде четырехэтапной военизированной эстафеты на дистанции от 1000 до 2500 метров. По итогам соревнований были определены лучшие победители среди структурных подразделений, чемпионы в индивидуальной гонке среди мужчин и женщин, а также номинанты за активное участие и за волю к победе.